Вы можете учить испанский годами и все равно не понять одну простую фразу в магазине. И вот в этот момент становится очень неприятно, потому что вы вроде бы знаете язык, но в реальной жизни теряетесь. Если бы я сейчас начинала с нуля и только что переехала в Испанию, я бы не учила все подряд. Я бы выучила вот эти слова, потому что именно на них держится вся повседневная жизнь в Испании. И сегодня я покажу вам 10 таких слов. И после этого видео вы начнете понимать гораздо больше в реальных ситуациях. Сразу скажу, это не единственный правильный список. Можно спорить, добавлять, подстраивать под свой личный образ жизни. Но в этом списке я собрала глаголы, которые чаще всего именно мы используем в нашей повседневной жизни, живя в Испании. Это именно те глаголы, через которые вы просите, объясняете, договариваетесь и просто не теряетесь в разговоре. И перед тем, как перейти к разбору сегодняшней темы, нажмите на лайк, подпишитесь, а я продолжаю. И давайте начнем с самой простой ситуации. Вы уже какое-то время живете в Испании. День прошел, вы устали и просто хотите сказать «я хочу поесть» или «я хочу спать». И вроде бы это самые простые вещи. Но именно здесь, в таких базовых фразах, многие начинают путаться, потому что автоматически хочется сказать через глагол «быть». Но в испанском это работает совсем по-другому. И здесь появляется первый глагол, без которого вы не сможете свободно общаться на испанском. Это глагол tener. И это один, без преувеличения, из самых важных глаголов для общения и жизни в Испании. Почему этот глагол важен? Да потому что испанцы через этот глагол выражают самые бытовые и простые ситуации. Как вы себя чувствуете, что вам нужно, в каком состоянии вы находитесь. То есть то, что как раз вы говорите каждый день. Как он действительно используется. В испанском многие вещи мы не говорим через конструкцию «я есть». Мы говорим через «у меня есть». Например, tengo hambre. Я хочу есть. Tengo sueño. Я хочу спать. Tengo prisa. Я спешу. И еще очень важная конструкция. Tener плюс que плюс другой глагол. Например, tengo que trabajar. Мне нужно работать. Здесь мы говорим про обязанность, либо то, что нам необходимо сделать, что мы не можем повлиять, и мы просто фактически обязаны это выполнить. Где вы услышите в Испании глагол tener? Мой ответ – везде. Например, в разговоре с друзьями. Tengo hambre. Vamos a comer. На работе. Tengo que terminar esto hoy. Или в повседневной жизни. Tengo prisa. Luego hablamos. Типичная ошибка. Многие пытаются переводить буквально и говорят через быть. Например, soy hambre, estoy hambre. И это звучит очень неестественно. Вот вам еще пару примеров из реальной жизни. Tengo sed, vamos a tomar algo. Я хочу пить, давай что-нибудь выпьем. Tengo que salir temprano mañana. Мне нужно завтра выйти пораньше. И как вы только привыкаете к таким выражениям, возникает следующая ситуация. Вы вроде бы понимаете слова, но начинаете замечать, что испанцы используют один и тот же глагол в совершенно разных ситуациях и контекстах. Причем этот глагол всплывает буквально везде. Это глагол hacer – делать. Почему он важен? Потому что это именно тот глагол, который покрывает огромное количество действий. Причем иногда совершенно неожиданный. Вместо того, чтобы использовать разные глаголы, испанцы очень часто говорят все через один глагол hacer. Например, hacer la compra – сходить за покупками. Hacer una pregunta – задать вопрос. Hacer una reserva – сделать бронь. И вот еще момент, который часто удивляет. Hace frío – холодно. Hace calor – жарко. То есть мы всегда обсуждаем погоду через глагол hacer. Где и когда вы можете услышать его в Испании? Мой ответ – буквально везде. И каждый день в магазине. Voy a hacer la compra. В ресторане. Quiero hacer una reserva. В разговоре.
Hace mucho calor hoy. Самая типичная и распространенная ошибка новичков. Многие новички, которые только начинают учить испанский язык, пытаются задействовать сразу несколько глаголов, то есть хотят использовать разные глаголы, чтобы показать свое богатство речи и показать свою разносторонность, да? Но в испанском так не работает. И что получается? Мы либо звучим очень неестественно, либо усложняем речь, что в итоге многие испанцы просто не понимают, что мы хотим сказать. Самые частые примеры, которые вы, скорее всего, будете слышать и на которые вы будете обращать первое время внимание. Voy a comprar esta tarde. Я пойду за покупками сегодня. Hace mucho calor en verano aquí. Летом здесь очень жарко. То есть я еще раз повторюсь, что не всегда нужно искать идеальный, самый подходящий глагол для каждой ситуации. И в испанском иногда намного проще, чем кажется. И вот как на примере глагола hacer, один глагол закрывает сразу половину жизненных ситуаций. И вот когда вы уже начинаете разбираться с такими глаголами, как tener и hacer, возникает следующая базовая потребность. Объяснить, куда вы идете и что вы собираетесь делать. То есть, какие у вас планы. И без следующего глагола это практически невозможно. Глагол ir – идти. Почему он важен? Потому что это одновременно глагол движения и глагол наших намерений, наших планов. Через него мы в испанском говорим, куда мы идем, что мы предлагаем и какие наши планы на будущее. Вот как он реально используется. Самое простое. Через конструкцию ir плюс предлог a плюс локация, то есть существительное. Например, voy al trabajo. Я иду на работу. Либо просто можно сказать vamos. Пошли. Но здесь есть еще одна очень важная конструкция. Это ir плюс a плюс другой глагол в инфинитиве. Это ближайшее будущее. В испанском языке эта конструкция не является грамматическим временем. Но мы ее иногда приравниваем к планам на будущее, намерениям, потому что для нас это очень даже похоже про будущее. Voy a llamar. Я сейчас позвоню. Либо я собираюсь позвонить. Vamos a ver. Давай посмотрим. Либо мы собираемся посмотреть. И это то, что испанцы используют постоянно вместо сложных времен. Где вы это можете услышать в Испании? Тоже везде. В разговоре с друзьями. Vamos a salir. На работе. Voy a hacerlo ahora. В быту. Voy al súper y vuelvo. Типичная ошибка многих новичков – это сразу начинать учить большое количество грамматических времен и не использовать такую простую классную конструкцию, как ir плюс предлог a плюс другой глагол. Хотя именно она звучит максимально естественно в разговорной речи, где мы намного реже используем простое будущее время, futuro simple. Примеры, как бы это звучало в настоящем времени. Voy al trabajo en metro. Я еду на работу на метро. И вот, как бы ссылаясь на будущие планы. Voy a llamar luego. Я потом позвоню. То есть, я потом собираюсь позвонить. И вот здесь важно понимать. Если вы освоите этот глагол, вы уже сможете описывать и говорить о половине своих действий в течение дня. Поэтому я настоятельно советую учить именно эту конструкцию на первых этапах. И чаще всего именно ее разбираю со своими учениками на первых уроках. Чем, например, тоже простое будущее время. Futuro simple. И это еще не все. Потому что ir в повседневной речи используется гораздо шире, чем просто идти. Например, вы очень часто будете слышать «Cómo va?». И это не буквальный способ спросить «как дела?». Это способ сразу уточнить «как дела?», «как продвигается?», «как все проходит?». Или здесь вы можете услышать также, что вам отвечают «va bien» или «va mal». То есть все идет хорошо, либо все идет плохо. И есть еще одна очень хорошая и живая фраза. ¿Cómo ir a? Например, ¿Cómo voy a hacerlo solo? Как я вообще это сделаю один? И это уже не про движение, а про реакцию и эмоцию.
И еще один важный момент – возвратные глаголы испанского языка. Да, именно они никуда не деваются. Это когда частицу «se» мы выносим перед глаголом, меняя при этом ее форму в зависимости от того, на кого направлено действие. Например, me voy – я ухожу, nos vamos – мы уходим. Вы будете слышать вот эту фразу постоянно. Me voy я уже ухожу. И, конечно, есть другие разговорные фразы, без которых просто невозможно общаться. Например, vamos – пошли, который также имеет контекст как «давай» или venga, vamos. Ну все, поехали, пошли, погнали. Как вы видите, во всех вышеперечисленных моментах становится понятно, что глагол ir – это не просто идти в испанском языке. Это глагол, через который строится огромное количество живой речи. И перед тем, как перейти к другому глаголу, вот вам еще пару примеров. Voy al trabajo en metro. Я еду на работу на метро. Me voy. Hablamos luego. Я ухожу. Поговорим потом. Помните песню Шакира «Estoy aquí»? «Estoy aquí queriéndote». И, возможно, вы никогда не задумывались, почему в этом выражении именно глагол estar, а не какой-то другой глагол. Но на самом деле это как раз один из тех моментов, где испанский язык начинает путать. Потому что появляется глагол, который вроде бы простой, но именно с ним у большинства возникает очень большое количество сомнений. Поэтому сейчас глагол estar. Почему он важен? Через него мы говорим, где мы находимся, как мы себя чувствуем и что с нами происходит прямо сейчас. И вот здесь есть ключевой момент, потому что глагол estar – это про состояние и момент. Как он реально используется? Estar плюс предлог en указывает на то, где вы находитесь именно сейчас. Например, estoy en casa – я дома. Estoy en el trabajo – я на работе. Но чаще всего его используют, когда говорят именно о себе. При этом используется прилагательное, которое описывает характеристику предмета либо человека. Например, estoy cansado – я устал. Estoy liado – я занят. И дальше начинается то, чему обычно не учат в учебниках. Estoy a tope – у меня завал. Estoy hecho polvo – я вообще без сил. Это разговорные фразы, без которых испанский язык не был бы таким живым и темпераментным. А те, кто думает, что могут обойтись без них, я вас огорчу. Вы ошибаетесь, потому что именно так мы говорим в повседневной жизни, в Испании, общаясь с носителями языка. Так общаются самые обычные люди. Также с глаголом estar строится одна из самых частых конструкций испанского языка. Estar плюс глагол с окончанием ando или yendo. Например, estoy trabajando – я сейчас работаю. Estoy comiendo – я сейчас ем. Estoy hablando – я сейчас говорю. Мы его используем, когда хотим подчеркнуть, что действие происходит именно сейчас, именно в данный момент. Конечно, у него есть свои нюансы применения, но сегодня мы не будем их затрагивать. Я настоятельно советую прислушаться к испанцам. Вы сразу заметите, насколько часто мы используем герундию в испанском языке. В обычных сообщениях estoy llegando – я уже подхожу, подъезжаю. В разговоре estoy estudiando ahora – я сейчас учусь. И это звучит гораздо естественнее, чем просто сказать estudio ahora. Кстати, это типичная ошибка многих на первых этапах заменять этот глагол на глагол постоянного действия, то есть глагол ser. Совершенно неправильно будет сказать soy cansado, soy en casa, и это звучит очень неестественно. И чтобы закрепить этот непростой глагол испанского языка, я предлагаю посмотреть еще раз на эти примеры. Estoy hablando – я сейчас говорю. Estoy fatal hoy – мне сегодня плохо. Estoy ocupado ahora mismo – именно сейчас я занят. Estoy en casa – luego salgo. Я дома, а потом выйду. И вот здесь важно не просто запоминать правила, а почувствовать разницу, потому что estar – это про то, что со мной происходит именно сейчас. Так вы легче понимаете этот глагол и не концентрируете все свое внимание на том, чтобы запомнить очередные правила и грамматику испанского языка.
И как только вы понимаете, что с вами происходит, где вы находитесь, возникает следующая необходимость. Объяснить, чего вы хотите. Попросить, заказать, формулировать свое желание. И вот здесь появляется другой глагол, который вы тоже будете использовать постоянно. Querer – хотеть. Почему он важен? Потому что через него вы выражаете желание, делаете заказы, строите вежливые просьбы и даже говорите, кого вы любите. Это один из самых милых и прямых глаголов испанского языка. Как он используется в жизни? Самый простой вариант – это использовать глагол querer плюс существительное. Quiero un café – я хочу кофе. Quiero agua – я хочу воду. Но дальше, когда вы углубляетесь, вы замечаете, что он начинает работать гораздо шире, когда мы после глагола querer добавляем еще другой глагол. Здесь важно помнить, что второй глагол обязательно должен стоять в инфинитиве. Quiero salir – я хочу выйти. Quiero hablar contigo – я хочу поговорить с тобой. Есть важные выражения, которые вы будете слышать очень часто во время разговора как на бытовые, так и на рабочие темы. Например, querer плюс decir – означать. Например, ¿qué quieres decir? Что ты имеешь в виду? И вам, допустим, отвечает quiero decir que – я хочу сказать, что. Второе выражение, которое стоит брать на заметку, это sin querer – случайно. Lo hice sin querer – я сделал это не специально. Очень часто используется, когда кто-то извиняется. И очень важный момент – это вежливость. В Испании мы редко говорим прямо quiero. Очень часто смягчают, направляют действия на того, к кому обращаются. Например, te quería preguntar – я хотел либо хотела тебя спросить. И это сразу звучит гораздо мягче, гораздо естественнее. И что самое важное, уважительно и формально. Поэтому такое обращение вы очень часто услышите именно в формальных ситуациях и чаще всего на работе. Вот еще несколько примеров, как мы часто используем этот глагол. Особенно, когда мы четко понимаем, чего мы хотим. В кафе. Quiero un café con leche. В переписке. Te quería decir una cosa. В разговоре с другом. ¿Qué quieres hacer? Типичная ошибка – говорить слишком прямо, либо переводить буквально. Например, использовать только quiero без понимания, где в некоторых ситуациях звучит намного уместнее именно мягкая форма. Здесь я имею в виду такие формулировки, как quiero hablar contigo un momento. Я хочу поговорить с тобой минутку. Quiero hacer esto primero. Я хочу сделать сперва это. Как вы понимаете, querer – это не только хотеть. Это глагол, через который строится нормальное человеческое общение. И вишенкой на торте будет использование именно этого глагола в контексте «люблю». Например, когда мы признаемся в любви кому-то. В Испании мы будем использовать именно этот глагол querer, а не глагол amar. Здесь мы добавляем личное местоимение, и у нас получаются такие выражения, как te quiero – я тебя люблю, os queremos – мы вас любим и так далее. Если присмотреться ко всему, о чем мы сейчас говорили, становится видно довольно интересную закономерность. Здесь речь идет не про сложные конструкции и не про высокий уровень языка. Речь про то, как в реальной жизни строится повседневное общение. Потому что в повседневной жизни вы, скорее всего, не оперируете десятками редких слов. Вы снова и снова, скорее всего, будете использовать одни и те же глаголы в разных ситуациях, с разными оттенками, в разных контекстах. Именно это в какой-то момент меняет ваше ощущение от языка. Он перестает быть набором правил и начинает работать как инструмент, которым вы можете спокойно взаимодействовать с людьми и в самых различных ситуациях. Но на этом список не заканчивается. Есть еще глаголы, без которых вы будете теряться. Когда нужно попросить, договориться, объяснить ситуацию или просто понять, что вам говорят. И чтобы не перегружать вас в одном видео, я разобью это видео на две части. Во втором видео мы разберем такие глаголы, как poder, как просить и быть вежливым, necesitar, как говорить о том, что вам нужно, dar, decir, llevar, то есть другие глаголы, которые постоянно всплывают при общении с испанцами. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и сохраните это видео, чтобы не потерять первую часть и вернуться ко второй. И напишите в комментариях, какой из этих глаголов вы уже используете,
общаясь с испанцами. А если вы хотите не просто учить слова, а начать говорить и понимать испанский в реальных жизненных ситуациях, вы можете записаться ко мне на индивидуальные и групповые занятия, а также наш закрытый разговорный клуб, где мы как раз разбираем такие моменты на практике. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Меня зовут Наталья, и здесь я помогаю вам не просто учить испанский, а понимать, как он звучит в жизни. Новые видео выходят 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. И не забывайте включить уведомления, чтобы не пропустить вторую часть этого видео. А на сегодня я прощаюсь с вами. До скорого в эфире. Hasta pronto!